Рост национализма в Японии, законы против иностранцев и первая в истории женщина-премьер-министр. Возможно, вы слышали такие новости, но в итоге непонятно, что же по-настоящему в Японии сейчас происходит, поэтому я постараюсь все по полочкам разложить. Всем привет, с вами Торичан, и за мои 14 лет жизни в Японии сейчас, наверное, самое насыщенное время, поскольку только за последние 3 года у нас сменилось 3 премьер-министра, и наша новая премьер-министр это Такаичи Санае, первая в истории женщина-премьер-министр, и поэтому некоторые англоязычные новости показывали это как победу феминизма, поскольку даже в консервативной Японии женщина пришла к власти, а некоторые новости делали акцент на том, что она очень правый политик, который за консервативные традиционные ценности и против иностранцев. И перед тем, как говорить, что из этого правда, а что не совсем, хочу заметить, что новости часто очень упрощают информацию, чтобы делать вызывающие и привлекающие внимание заголовки. Поэтому, чтобы по-настоящему понять, что же происходит сейчас в Японии, нужно разобраться, как Япония устроена. Современная Япония – это конституционная монархия, то есть здесь есть император, но он не влияет на политические решения страны, а больше как символ выступает, и чем-то похоже это на Великобританию. Так было не всегда. Раньше в Японии император был высшей властью, и он иногда сотрудничал с бакуфу, это военная власть, которая была при сёгуне. После окончания Второй мировой войны император отошел на второе место, и реальной властью, которая именно политически как-то влияет на решение страны, стал премьер-министр и парламент. Поэтому сейчас у нас, да, есть премьер-министр, но он не принимает абсолютно все решения, которые как-то влияют на страну. Он должен все это согласовывать с парламентом. И парламент состоит из нижней палаты и верхней палаты. Нижняя палата обычно принимает разные решения и законы, и верхняя палата еще раз их перепроверяет и пропускает. Кроме премьер-министра и парламента, есть также найкаку. Это что-то вроде команды премьер-министра, где она выбирает новых министров в разные сферы, как экономика, здравоохранение, оборона и так далее. Поэтому, когда меняется премьер-министр, меняется и вся его команда, что очень сильно влияет на политику страны в целом. Также в Японии есть очень много разных политических партий. Здесь даже есть коммунистическая партия, но самая большая и влиятельная партия считается Джиминто, это либерально-демократическая партия Японии. И теперь вопрос, кто же выбирает премьер-министра? Премьер-министра выбирают не обычные граждане Японии, а парламент. То есть парламент сам выдвигает кандидатов, и сам за них же и голосует. Здесь не работает система, как, допустим, в Америке, где люди сами голосуют за президента. Трамп, Байден. Мы можем только очень косвенно влиять на то, кто же станет премьер-министром, но не можем напрямую его выбирать. И кто выбирает тогда людей в парламент? Это тоже делают не обычные японские граждане, а политические партии. И только уже политические партии могут выбирать обычные граждане Японии. Как это работает? Есть разные выборы, где японцы голосуют за разные политические партии и их представителей, и дальше смотрят на количество голосов, и пропорционально количеству голосов дают места в парламенте этим партиям. И дальше уже представители партии отправляют в эти места разных других людей из своей партии. То есть, чем больше людей проголосовало за какую-то партию, тем больше эта партия получит мест в парламенте. И в зависимости от настроений в обществе, эти количество мест довольно часто меняются, поэтому бывают либеральные настроения, бывают консервативные настроения, и в зависимости от этого у нас совершенно разный парламент и совершенно разные кандидаты в премьер-министров. Одна из больших новостей в этом году была, что партия Сансейто, у которой было всего 2 места, увеличилась до 15 мест. Лозунг этой партии «Japanese First» – японцы на первом месте, и они активно выступают против иммиграции, но это не единственная причина увеличения их популярности. Они очень умело использовали СНС и медиа, раскрутили ТикТок на вирусных темах, которые привлекают внимание, тем самым собрав много голосов людей, кто подустал от лидирующей уже много лет партии Джиминто. Заграничные новости это упрощенно называют увеличением национализма, но изнутри Японии это больше чувствуется как недовольство и протест против системы, которая управляет Японией уже очень много лет, а также использование страха людей на свою руку.
Поэтому получается, что обычные граждане напрямую могут выбирать только мэров города, губернаторов, это управление префектурами, в Японии их 47, и также голосовать за разные политические партии, а дальше они там уже сами разбираются, мы не можем как-то на это напрямую повлиять. И когда обычно выбирают премьер-министра, делается такой как опрос среди обычных граждан и спрашивают, насколько вы поддерживаете нового премьер-министра, даже несмотря на то, что люди его не выбирали напрямую. И часто эти проценты, там 40% в начале, постепенно становится все ниже и ниже, если людям не нравится, что премьер-министр делает. То есть было там 40%, потом стало 20%, и парламент начинает задумываться о том, что нужно, наверное, этого премьер-министра поменять на нового человека. Сейчас, когда делали опрос, 74% японцев, которые прошли опрос, поддерживают нового премьер-министра Такаичи-сан и считают, что она будет хорошим лидером страны. И теперь, когда вы примерно понимаете политическую систему Японии, все очень запутано, но надеюсь, что было понятно о том, что же происходит в стране и как влияет новый премьер-министр на жизнь здесь, особенно жизнь иностранцев. Некоторые иностранные новости преподносят Такаичи как очень правого политика, приводя в пример ее высказывание, что она против, чтобы девушки имели возможность оставлять свою девичью фамилию после вступления в брак, и также за защиту Японии от иностранного влияния. Но, смотря ее полные интервью, а не просто вырезки, я задалась вопросом, а что обозначает правое и левое движение в политике в принципе? Неужели она реально правый политик? И оказывается, что эти разделения были придуманы во Франции в 18 веке, когда в парламенте с правой и с левой стороны садились политики разного мнения в разных проблемах общества. И в наше время, когда говорят левые, имеется в виду, что государство должно полностью помогать людям, особенно бедным и уязвимым, все должны иметь равные возможности, поддерживается социальная справедливость и равенство, поддержка меньшинств, более высокие налоги для богатых, меньше военной активности и больше дипломатии, и защита прав индивидуума в целом. Под правами часто имеется в виду защита традиций, безопасности и порядка, уменьшение налогов и бюрократии, поддержка частного бизнеса и свободный рынок, сильная армия и независимость страны от других государств, и более осторожная миграционная политика. И поскольку эти определения левый и правый были придуманы в Европе, они не совсем корректно описывают японскую политику. В Японии часто политиков делят на такаха, ястребы, и хатоха, голуби, что мне кажется намного лучше и понятнее, чем правый, левый. Я вечно путаюсь, кто из них правый, кто левый, а так ястребы, голуби. Такаха, ястребы — это более жесткая, строгая политическая позиция. Ястребы выступают за силу, оборону, твердость в международных отношениях. Примеры взглядов ястребов – это сделать экономику Японии сильной и независимой, увеличить военный бюджет и изменить конституцию Японии, особенно статью 9, где запрещается иметь свою армию. Хатоха, голуби – это реально как голуби, они за мирную умеренную позицию, за дипломатию, за диалог и за мирное сотрудничество, и часто они против переписания конституции. И внутри любой японской политической партии есть как ястребы, так и голуби. И вот Такаичи Санае, она из либерально-демократической партии Джиминто, самой большой и влиятельной партии Японии, из которой у нас и выбирались премьер-министры последние очень много лет. Но она относит себя к ястребам, поэтому у нее более сильная и жесткая позиция, но при этом ее трудно называть правой на все 100% или суперконсервативным политиком. Например, то, что Такаичи против возможности оставлять девичью фамилию после свадьбы, иногда преподносит так, как будто она за традиционные ценности и за то, чтобы женщины на кухне стояли, но по-настоящему не все так просто. В своем длинном интервью она рассказывала об этой позиции со стороны, что она хочет защитить косеки, и косеки — это что-то вроде японского семейного древа, то есть у каждого японца сейчас есть его семейное древо, где прописаны его родители, когда он родился, его братья и сестры, и когда вы становитесь уже взрослым человеком и выходите замуж или женитесь, вы выходите из вашего семейного древа родителей и создаете ваше отдельное семейное древо, куда входит ваш муж или жена. И в этом одном семейном древе должна быть одинаковая фамилия у всей семьи, поэтому когда в Японии женятся, или жена берет фамилию мужа, или муж берет фамилию жены. Это не так, что женщины обязаны брать фамилию мужа, но часто просто так случается, что девушки берут фамилию мужа чаще, чем мужья их фамилию. И поскольку есть такая система, которая очень хорошо работает, оставлять девичью фамилию будет довольно трудно не
меняя всю систему и не ломая ее. И поэтому многие японские политики сейчас не то что против, чтобы была такая возможность, но не знают, как это сделать так, чтобы просто все не разрушить, скажем так, и так все очень запутано в Японии. Поэтому это не со стороны ограничения женских прав рассматривается или там против того, чтобы девушки могли свою фамилию оставлять, а со стороны именно безопасности страны, поскольку боятся, что при изменении косеки семейного древа, возможно, как-то это повлияет на разные фейковые ID, на смену имен и фамилий, на там шпионов и так далее, поэтому к этому подходит очень серьезно, особенно ястребы. И, конечно же, политика касательно иностранцев. Думаю, некоторые могли слышать новости, что Япония ужесточила бизнес-визу иностранцам, или что в Японии теперь иностранцам труднее получить водительские права. Это, кстати, правда. В Японии раньше было не так уж и трудно сделать бизнес-визу, нужно было иметь капитал бизнеса в районе 5 миллионов йен, это где-то 35 тысяч долларов, и были люди, кто неправильно использовал эту возможность и создавал фейковые бизнесы, особенно, говорят, было много людей из Китая, кто так делал и переезжал в Японию всей семьей, и поэтому в этом октябре подняли капитал до 200 тысяч долларов примерно, 30 миллионов йен, если не ошибаюсь, чтобы было меньше таких вот фейковых, ненастоящих бизнесов. И те же водительские права раньше в Японии был письменный тест 10 вопросов, и из них нужно было 7 правильно, чтобы было. Сейчас сделали, чтобы тест был как и у японцев, по-моему, 40 вопросов будет. Поэтому такие вот изменения сейчас были в этом октябре, но факт в том, что это не Такаичи эти изменения ввела, она еще даже не была премьер-министром, когда уже эти законы вышли. Это еще предыдущие премьер-министры, и парламент решал, что нужно как-то немного это ужесточить, потому что в Японии реально раньше не так много иностранцев приезжало и жила, и многие вещи упускали, что, оказывается, здесь есть такая лазейка, оказывается, и так это могут использовать, японцы об этом не додумались, а китайцы додумались, поэтому постепенно-постепенно такие вот лазейки пытаются как-то закрыть. Что Такаичи Саная уже точно ввела, это создала новый кабинет для поддержания мирной жизни японцев и проживающих в Японии иностранцев, это если перевести дословно, и новый министр этого кабинета Онода Кими, девушка, которая наполовину японка, наполовину американка. И мне кажется, для Японии это сенсация, что человек с таким бэкграундом стал министром для такого кабинета. И также Онода Кими очень популярна среди многих японцев, считается больше как ястребом и поддерживает сильную патриотичную Японию, но при этом это уже мое мнение, она, скорее всего, знает, каково это в Японии расти, когда ты не выглядишь как остальные японцы, поэтому очень интересно, какие же они будут вводить дальше реформы, чтобы была вот эта вот мирная жизнь японцев и иностранцев, и все были счастливы в конце. 私も外国のルーツが入っている人間として一部が行ったことが全てが悪いかのように思われてしまうと本当に風評被害が広がってしまうんですね。ルールや法律を守らない人をきっちりと対応して日本に暮らす外国の方々はみんなルールと法にのっとって暮らしている方々ですよというふうに発信していく、これ非常に重要なことだというふうに思っています。Также в последнее время в новостях много говорят о том, что с 2027 года иностранцам, кто не платит медицинскую страховку и пенсию, могут начать отказывать в продлении визы. Это не что-то новое, об этом говорил еще предыдущий премьер-министр. Медицинская страховка и пенсия в Японии принудительно обязательно для всех, поэтому это считается необходимой мерой для уменьшения незаконопослушных. Для меня это выглядит больше как небольшой спектакль, чтобы показать, что вот, теперь мы строже относимся к иностранцам с целью уменьшить волнение японского населения, и в результате создать ощущение, что иностранцы, находящиеся в Японии, это избранные, кто все законы соблюдает, и вам не за что их винить. И последнее, это уже мое личное мнение, часто я вижу, что японскую политику сравнивают с политикой Америки или Европы и говорят, что вот, в Европе все так плохо стало, так много иммигрантов, так много мусульман, Япония должна учиться на примере Европы, что вот, все так плохо. И по-настоящему в Японии совсем другие проблемы. Да, возможно, чему-то Япония учится на примере Америки и Европы, но Такаичи Саная выбрали в основном, потому что она нацелена на японские уникальные проблемы этой страны. Например, стагнация. В Японии уже
очень много лет, 30 лет считается, что длится дефляция, когда не увеличивается эффективность работы, не увеличиваются цены и зарплаты тоже. И ее политика в основном направлена на то, чтобы улучшить экономику Японии, и поэтому она настолько популярна среди многих опрошенных японцев. Поэтому, когда в следующий раз видите яркие заголовки новостей, не забывайте, что часто новости просто пытаются привлечь ваше внимание, а не дать вам полную информацию с разных ракурсов. Это касается еще больше разных рилс, тиктоков и шортс в ютубе, поскольку там просто алгоритм вас забрасывает одними и теми же видео, на которые вы среагировали, и получается, что вы оказываетесь в коробке с одинаковыми видео, где в Японии все так плохо, и много иностранцев, которые Японию портят, или наоборот, японцы, которые терпеть не могут иностранцев. Мир отличается от того, что часто вам алгоритм показывает. Не забывайте это. Все намного интереснее в этой жизни. Поэтому я пытаюсь максимально с моей точки зрения и с более нейтральной точки зрения вам рассказывать о жизни в Японии. Надеюсь, что кому-то это полезно. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!